Тамара Васильевна Крылова проснулась в половине шестого. Как всегда, без будильника. Тело привыкло вставать рано еще с тех времен, когда нужно было собирать детей в школу. Потом, когда работала на заводе в первую смену. Потом просто по привычке, которая осталась, когда уже ни школы, ни завода не было. Ей исполнялось 70 лет сегодня. Она лежала и смотрела в потолок. За окном светало. Медленно, по-октябрьски, неохотно. Серый свет сочился сквозь тюль, ложился на стену, на комод с фотографиями, на круглые часы, которые показывали 5:34. Тамара Васильевна не думала о том, что ей 70. Точнее, думала, но как о факте, а не как о событии. Факт был простой. Прожила 70 лет. Из них 42 матерью. Из них последние 3 в тишине. Она встала. Надела халат, мягкий, застиранный, с оторванной пуговицей на третьей петле, которую все собиралась пришить и не пришила. Пошла на кухню. Квартира была маленькой, однокомнатная, на втором этаже хрущевки в Саратове. Когда-то они жили в трехкомнатной. Она, муж Михаил и дети, Лена и Коля. Потом Михаил умер 8 лет назад. Сердце. Потом Коля уехал в Екатеринбург. Работа, семья, своя жизнь. Лена в Москву. Тоже работа, тоже семья. Трехкомнатная стала большой и гулкой, как пустой вокзал. Тамара продала ее, купила эту. Поближе к центру, поменьше убирать, поменьше платить за коммуналку. Поставила чайник. Достала из холодильника масло, сыр. Нарезала хлеб, аккуратно, ровными ломтями, как всю жизнь резала. Пока закипала вода, стояла у окна и смотрела на двор. Двор был обычный. Лавочки, детская горка, несколько машин. По тротуару шел мужчина в куртке с собакой, рыжей дворнягой, которая тянула поводок в сторону кустов. Мужчина не спорил, шел, куда тянут. Тамара Васильевна улыбнулась, налила чай. Телефон лежал на столе. Она посмотрела на него, потом в окно. Потом снова взяла чашку. Лена не позвонит. Тамара знала это так же точно, как знала, что чайник закипит, что октябрь будет серым, что пуговица на халате так и останется непришитой. Это не было горечью, это было просто знание. Твердое, как ступенька, на которую опираешься, даже если она холодная. 3 года назад они поговорили последний раз. Разговор был обычным сначала. Как ты, как дети, как работа. Потом Лена сказала что-то про деньги, что Тамара могла бы и сама справляться, что постоянно просить неудобно. Тамара не просила, она никогда не просила. Просто однажды сказала, что у нее сломался холодильник, и она не знает, как быть. Лена услышала это как просьбу. Тамара тогда промолчала, повесила трубку. Починила холодильник сама. Сосед Петрович помог, взял 300 рублей и бутылку пива. Больше она Лене не звонила. Не из гордости, просто поняла. Звонить — значит напоминать о себе. А напоминать о себе — значит быть обузой. Она всю жизнь старалась не быть обузой. Это получалось. Она вспомнила, как лет 5 назад прочитала в журнале, в обычном глянцевом, который купила в парикмахерской, статью про токсичных родителей. Статья была длинная, с примерами, с советами психолога. Тамара прочитала ее дважды, внимательно. Потом положила журнал и долго сидела. В статье говорилось, что дети имеют право на дистанцию, что если отношения причиняют боль, можно уйти, что взрослые дети не обязаны содержать родителей эмоционально. Тамара не спорила с этим. Наверное, это правда. Но она думала о другом. Получается, она причиняла боль? Когда именно? Чем? Она не помнила. Она просто жила. Работала, готовила, стирала, проверяла уроки, отвозила на кружки, шила на выпускной. Любила, как умела, как ее саму любила мать. То есть делами, а не словами. Слова в их семье были редкостью. Может, в этом и было дело? Она не умела говорить. Про любовь, про страх, про то, как ей важна Лена. Просто не умела. И Лена, наверное, не умела тоже. Это же наследуется, как цвет глаз или форма носа. Тамара налила еще чаю. За окном совсем рассвело. В 8 Тамара Васильевна оделась и вышла в магазин. За молоком и творогом. Магазин был через двор, 5 минут пешком. Она любила эту дорогу по утрам. Тихо, людей мало, воздух еще не прогрелся до городского запаха выхлопа и асфальта. У входа стояла Зинаида Марковна, соседка с 3-го этажа,
74 года, бывший учитель географии. Женщина громкая и сердечная одновременно. «Тома, с юбилеем!» Она шагнула навстречу и обняла крепко, по-настоящему. 70 лет! Господи, а я помню тебя молодой, когда ты только въехала. Спасибо, Зин, сказала Тамара. Давно въехала. Дети приедут? Пауза. Небольшая, но Зинаида Марковна ее почувствовала. «Коля звонил вчера», — сказала Тамара. Это была правда. Коля позвонил накануне вечером, поздравил, обещал приехать на Новый год. «Лена занята». «Занята», — повторила Зинаида Марковна. Тон у нее стал другим. Она все поняла, но была достаточно мудрой, чтобы не говорить об этом вслух. «Ну ладно, ты сегодня вечером дома будешь?» «Буду». «Я зайду. Торт принесу. Я вчера испекла медовик. Не для тебя, просто так вышло, а потом вспомнила про день рождения». «Не нужно, Зин». «Нужно», — отрезала Зинаида Марковна. «Все, иди за молоком». Тамара улыбнулась и вошла в магазин. В очереди у кассы стояла молодая женщина с ребенком. Девочка лет 3 в красном пальто держала маму за руку и смотрела на конфеты у кассы с видом человека, принимающего важное решение. Тамара смотрела на нее и думала. Вот так же Лена стояла, в красном пальто, держала ее руку и смотрела на конфеты. Это было в 89-м, в другом магазине, в другом городе, в другой жизни. Девочка у кассы потянулась к конфете. Мама сказала нет. Девочка не заплакала, просто кивнула серьезно и отвернулась. Тамара подумала, вот умница. Она вернулась домой, убрала продукты, вскипятила молоко. Потом достала из комода коробку, картонную, перевязанную бечевкой. Там лежали письма. Самый старый, еще от Михаила, с армии, 76-й год. Потом от подруги Нади, которая уехала в Германию. Потом от детей, когда они еще писали. Открытки на 8 марта, рисунки из детского сада, первые школьные письма с корявыми буквами. Она не перечитывала, просто подержала коробку в руках, поставила обратно. С Колей все было проще, и она это знала, и иногда чувствовала что-то похожее на вину за это. Коля был старшим, и когда он родился, они с Михаилом были молодые и не боялись ничего. Когда родилась Лена, уже взрослее, уже усталее, уже с ипотекой и тещей, которая жила у них полгода. Может, поэтому с Колей было теплее, просто потому что со старшим всегда больше сил. Лена это чувствовала, Тамара была уверена. Дети чувствуют такие вещи точнее взрослых. Она никогда не говорила Лене об этом, не умела. А Лена не спрашивала. И получилось что-то несказанное, которое лежало между ними долгие годы. Не тяжелое, но заметное, как маленький камень в ботинке. В 11 она позвонила Коле сама, поблагодарить за вчерашнее поздравление. Коля взял трубку сразу, голос был теплым, немного виноватым. Он всегда чувствовал вину за то, что далеко, хотя она никогда его ни в чем не обвиняла. «Мам, как ты? Все нормально?» «Все нормально, Коля. Как Маша? Как внуки?» «Все хорошо. Антошка в секцию по борьбе записался. Говорит, хочет быть чемпионом». «Серьезный мужчина», — сказала Тамара. «В деда пошел», — сказал Коля. И замолчал, потому что дед умер, и это всегда было немного больно говорить вслух. «Пусть занимается», — сказала Тамара. «Ты не переживай за меня, Коля. Все в порядке». «Мам». «Все в порядке», — повторила она. «Правда». Они поговорили еще немного. О погоде, о Колиной работе, о том, что зима будет ранней. Потом попрощались. Тамара положила трубку и некоторое время сидела с телефоном в руке. Коля был хорошим сыном, просто далеко. Это разные вещи — быть хорошим и быть рядом. Она это знала. Елена Михайловна Крылова, по мужу Соболева, проснулась в Москве в 7 утра и первые 10 минут лежала с закрытыми глазами, потому что знала, если откроет, начнется день. А день обещал быть тяжелым. Сегодня у мамы день рождения. Она знала это, помнила. Дата стояла в телефоне, красным, с пометкой «Важно», которую она поставила сама 2 года назад, когда пыталась наладить систему. Система не помогла. Лена встала, приняла душ, сварила кофе, разбудила детей, Катю, 14 лет, и Гришу, 10. Катя встала молча и ушла в ванную. Гриша поконючил 5 минут, потом тоже встал. За завтраком Лена смотрела в телефон и прокручивала список дел. Совещание в 10, звонок клиенту в 12.
Забрать Гришу из школы в 3 или попросить Игоря, но Игорь сказал, что сегодня задержится. Потом продукты, потом ужин, мама. Она закрыла список и открыла контакты. Нашла мама. Палец завис над экраном. 3 года назад был тот разговор. Лена помнила его иначе, чем, наверное, помнила мама. Она не говорила, что мама просит денег. Она говорила, пыталась объяснить, что сейчас трудно, что ипотека, что Гриша болеет часто, и это дорого, что она не может постоянно быть готова помочь деньгами. Она просто объясняла, она не ругалась. Но мама замолчала, перестала звонить, и Лена сначала ждала, потом обиделась, потом перестала ждать, потом перестала думать об этом. Вернее, старалась перестать. Получалось плохо. Телефон лежал в руке. Лена убрала его в карман. Допила кофе, сказала детям торопиться. Вышла из дома. На совещании Лена сидела и думала о маме. Директор говорил про квартальные показатели, коллеги кивали, кто-то что-то записывал, Лена кивала тоже. Мамин день рождения. Она помнила, как в детстве это был праздник. Мама не любила шума, не любила гостей, но Коля всегда придумывал что-то. Однажды сделал из картона корону и торжественно надел ей на голову. Она смеялась и говорила «сними немедленно». Лена рисовала открытки, старательно, с цветами и солнышком. Папа варил кофе и ставил на стол торт. Магазинный, Прага, мамин любимый. Теперь никого из них нет рядом. Папа умер, Коля далеко. Она сама, в Москве, на совещании, с телефоном в кармане. «Елена Михайловна, что думаете по 3-му пункту?» Она моргнула. «Согласна с предложением Дмитрия Сергеевича», — сказала она ровно. Дмитрий Сергеевич удивленно поднял голову. Видимо, не ожидал согласия. Неважно. Телефон в кармане молчал. В метро, в давке, она думала о маме, о том, как та режет хлеб, всегда ровно, всегда аккуратно, как делала котлеты по воскресеньям, с луком и чесноком, и запах стоял на весь подъезд. Как однажды, когда Лене было лет 12, она заболела ангиной, и мама не спала 2 суток. Сидела рядом, меняла холодные компрессы, читала вслух «Три мушкетера» таким голосом, что Лена почти не замечала, как больно глотать. Лена вышла на своей станции. Пошла к офису. Звонить не стала. В 3 часа дня Тамара Васильевна испекла пирог с яблоками по рецепту своей матери. Мука, яйца, сахар, яблоки с рынка. Она каждую осень делала заготовки. Рецепт был на отдельном листке, хотя знала его наизусть. Листок хранился в кулинарной тетради, рядом с рецептом борща от свекрови и рецептом медовика от подруги Нади. Пока пирог пекся, она убрала квартиру. Просто протерла полки, поправила скатерть, поставила в вазу 3 хризантемы. Купила утром в цветочном у магазина, белые с желтой серединой. Михаил всегда дарил хризантемы на ее день рождения. Говорил, что розы для влюбленных, а хризантемы для серьезных женщин. Тамара поставила вазу на подоконник. В 5 пришла Зинаида Марковна с медовиком и с бутылкой Кагора, который называла «для здоровья по чуть-чуть». «Тома, ты похорошела», — заявила она с порога. «Зин, мне 70». «И что, в 70 тоже можно похорошеть? Ставь чай». Они сидели на кухне, ели пирог, потом медовик, пили Кагор по чуть-чуть. Зинаида Марковна рассказывала про своего внука. Тот поступил в университет, первый в семье с высшим образованием. «Я так горжусь, Тома, ты не представляешь». Тамара представляла. Она тоже гордилась своими. И Колей, который стал инженером, и Леной, которая работала в крупной компании. Она гордилась ими по-прежнему. Гордость не прошла, просто стала тихой, без поводов ее выражать. «Лена не позвонила?» — спросила Зинаида Марковна. Не со злобой, без осуждения, просто спросила. «Нет». «Обидно». «Нет», — сказала Тамара. И это было правдой. Не полной, но достаточной. Она живет своей жизнью, так и должно быть. «Тома, это не так и должно быть. Это как получилось». Тамара помолчала. «Да», — сказала она, — «как получилось». Зинаида Марковна уложила ладонь поверх ее руки. Они посидели так немного, молча, как умеют сидеть только люди, которые давно знают друг друга. В 8 вечера Зинаида Марковна ушла. Тамара убрала со стола, вымыла посуду, взяла книгу, детектив, библиотечный, с потрепанной обложкой. Легла на диван, читала час. Потом отложила книгу и лежала в тишине.
В половине 10-го в дверь позвонили. Тамара удивилась. Поздно для соседей. Встала, накинула халат, подошла к двери. «Кто?» «Баба Тома, открой, это я!» Она не сразу узнала голос. Потом узнала и не поверила. Постояла секунду, открыла. На пороге стоял мальчик, лет 13, высокий, в куртке нараспашку, с рюкзаком за спиной. Темные волосы, нос картошкой, уши немного торчат. Смотрел на нее серьезно, чуть из-под лобья. Тамара смотрела на него. Последний раз видела 3 года назад, на фотографии, которую прислал Коля. Тогда ему было 10, сейчас 13. Вырос. «Гриша?» — сказала она тихо. «Ну да», — сказал он. «С днем рождения, баба Тома». Она пустила его в квартиру. Он снял кроссовки, аккуратно поставил у стены. Снял рюкзак, повесил на крючок. Огляделся. «Маленькая квартира», — сказал он. «Маленькая», — согласилась Тамара. «Ты один приехал?» «Один». «Из Москвы?» «Ну да». «На поезде?» «На автобусе. Дешевле». Тамара смотрела на него. 13-летний мальчик сел в автобус в Москве и приехал в Саратов один. 700 с лишним километров. На день рождения бабушки, которую не видел 3 года. «Мама знает?» — спросила она осторожно. Гриша помолчал. «Она думает, я у Сереги ночую. Это мой одноклассник». Тамара закрыла глаза на секунду, потом открыла. «Садись на кухню, я пирог разогрею». Он ел серьезно и быстро, как едят голодные мальчики. Тамара налила ему чаю, потом молока, спросила, будет ли, он кивнул. Сидела напротив и смотрела на него. «Почему ты приехал?» — спросила она. Он дожевал кусок пирога, отпил молоко. «Потому что мама плачет», — сказал он просто. «Она думает, я не слышу, но я слышу. Она ночью плачет иногда. А когда я спрашиваю, говорит, что все нормально». Тамара молчала. «Я подслушал один раз, как она с папой разговаривала. Папа говорил, что она должна тебе позвонить, а она говорила, что не знает как. Что 3 года уже прошло и теперь не знает как». «3 года», — повторил Тамара. «Ну да, долго». «Долго», — согласилась она. Гриша посмотрел на нее, прямо, без смущения. «Баба Тома, а ты обиделась на маму?» Тамара подумала. По-настоящему подумала. Не как отвечают детям, а как отвечают себе. «Нет», — сказала она, — «я не обиделась, я устала ждать. Это разные вещи». «Устала ждать чего?» «Что она позвонит первой». «А ты не могла позвонить сама?» «Могла». «Почему не позвонила?» Тамара смотрела на него. 13 лет. Спрашивает прямо, без обиняков. Михаил тоже умел так. «Потому что боялась», — сказала она. Первый раз говорила это вслух. Звучало странно, но правдиво. Боялась, что она не обрадуется, что я буду мешать. Мешать? Ну, она занята. Дети, работа, муж. Я думала, звонить значит напоминать о себе, а напоминать о себе значит быть навязчивой? Да. Гриша помолчал, потом сказал. «Баба Тома, это странная логика». Тамара засмеялась, неожиданно для себя. Тихо, но по-настоящему. «Знаю», — сказала она, — «но когда долго так думаешь, кажется нормальной». Гриша позвонил однокласснику Сереге, договорился. Тамара постелила ему на диване в комнате. Нашла запасное одеяло, теплое, клетчатое. Гриша умылся, лег. «Баба Тома», — сказал он из темноты. «Что? Ты позвонишь маме завтра?» Тамара стояла в дверях. За окном шуршал дождь, начался час назад, мелкий, октябрьский. «Не знаю», — сказала она честно. «Позвони», — сказал Гриша. «Она хочет, просто не умеет начать». «Ты уверен?» «Ну, я не уверен, но мне кажется, что да». Тамара помолчала. «Спи, Гриш». «Ладно, спокойной ночи». «Спокойной ночи». Она вышла, прикрыла дверь, прошла на кухню, налила воды. Просто так, не пить, просто подержать стакан. Постояла у окна. За стеклом было темно, дождь прочерчивал полосы в свете фонаря. По тротуару шел человек с зонтом, быстро, голова опущена.
Тамара думала о том, что сказал Гриша. «Мама плачет ночью». Она пыталась представить Лену, которая плачет. Взрослую, деловую Лену с телефоном и ипотекой и детьми. Не получалось сразу. Потом получилось. Потому что она помнила другую Лену. Ту, которой было 12 лет и ангина, ту, которая держала ее руку в магазине, ту, которая в 8 классе принесла домой двойку по алгебре и плакала за закрытой дверью, думая, что мама не слышит. Мама слышала всегда. Тамара поставила стакан, взяла телефон, посмотрела на время, 11 вечера. Поздно. Она положила телефон, потом снова взяла, набрала не Лену, набрала Игоря, зятя, которого видела всего несколько раз, но который всегда был с ней вежлив. Игорь взял после второго гудка. «Тамара Васильевна?» Голос удивленный, но не раздраженный. «Добрый вечер. Все в порядке?» «Добрый вечер, Игорь. Гриша у меня». Пауза. «У вас? В Саратове?» «Да, приехал сам, автобусом». Долгая пауза. Потом Игорь сказал тихо, с облегчением и усталостью одновременно. «Слава богу, мы уже хотели в полицию звонить». Он не отвечал на звонки. Телефон, наверное, отключил. Он спит уже. Цел, накормлен. «Тамара Васильевна, Лена не знает, она уже легла. Я ей скажу?» «Скажи». И Игорь... Она остановилась. «Да?» «Скажи ей, что я позвоню завтра, если она захочет поговорить». Долгая пауза. «Она захочет», — сказал Игорь, тихо, но уверенно. «Она очень захочет, Тамара Васильевна». Игорь разбудил Лену в 11:30. Она и не спала, лежала с закрытыми глазами и делала вид, что спит, чтобы не думать. «Лен, Гришка у твоей мамы, в Саратове. Сам приехал на автобусе». Она села. «Что?» «Цел, накормлен, спит. Тамара Васильевна только что позвонила». Лена несколько секунд просто сидела в темноте, потом сказала: «Этот ребенок меня убьет». «Или спасет», — сказал Игорь. «Смотри, с какой стороны». Лена помолчала. Она сказала что-нибудь еще. Сказала, что позвонит завтра, если ты захочешь поговорить. «Если ты захочешь». Лена повторила это про себя. Мама сказала «если». Никогда. «Если». До сих пор не уверена. «Игорь», — сказала Лена. «Да». «Я плохая дочь». «Нет», — сказал он. «Ты растерявшаяся дочь. Это другое». Она легла, закрыла глаза. В темноте вдруг всплыло отчетливо. Мама режет хлеб ровными ломтями, аккуратно. Запах яблочного пирога с корицей, голос, читающий вслух «Три мушкетера», чуть хрипло, с расстановкой в 3 часа ночи. Лена заплакала. Беззвучно, не двигаясь, просто слезы потекли сами. Игорь не спал, взял ее за руку. Так и лежали, в темноте, молча, до утра. Лена позвонила сама. В 7 утра, значит, не спала или проснулась очень рано. Тамара взяла трубку сразу. Несколько секунд никто не говорил. Просто дышали. Она и дочь. 700 километров между ними и 3 года молчания. «Мам», — сказала Лена. Голос был тихим, немного хриплым. «С днем рождения. Прости, что вчера не позвонила». Тамара сидела на кухне. Перед ней стояла чашка чая, только что заваренного. Хризантемы на подоконнике стояли белые с желтой серединой. «Ничего», — сказала Тамара. «Не ничего», — сказала Лена. «Я знаю, что не ничего». Тамара промолчала. «Мам, Гришка приехал к тебе один. 13 лет. Один сел в автобус и поехал». «Приехал». «Я его убью», — сказала Лена. Голос надломился. Смешно и больно одновременно. «Нет, не убью. Я его... не знаю. Как он там?» «Спит. Вчера съел полпирога и упал, как подкошенный». «Ты испекла пирог?» «С яблоками. По бабушкиному рецепту». Пауза. «С корицей?» — спросила Лена тихо. «С корицей». Тишина. Тамара слышала, как Лена дышит, неровно, через нос. «Мам», — сказала Лена, — «я не знаю, с чего начать. 3 года — это... Я не знаю, как это случилось. Я ждала, что ты позвонишь, а ты не звонила, и я думала, что ты злишься. Я не злилась. Я знаю теперь, Игорь сказал.
«Мам, почему ты не позвонила?» Тамара подумала, снова честно. «Боялась мешать», — сказала она. «Боялась, что ты занята, и мои звонки лишние». «Мам». «Что?» «Ты не можешь быть лишней». Голос у Лены сорвался. Она помолчала секунду, потом продолжила, с усилием, но отчетливо. «Ты моя мама. Ты не можешь быть лишней». Тамара Васильевна сидела на кухне в Саратове. В соседней комнате спал внук, приехавший на автобусе один, 700 километров. Потому что она ему нужна. Потому что его маме нужна она. Потому что иногда 13-летние мальчики понимают то, что взрослые не решаются сказать. За окном начиналось утро. Серое, октябрьское, но тихое. «Лен», — сказала Тамара. «Да». «Пирог еще остался. Приезжай». Лена засмеялась и заплакала одновременно, как это умеет делать только женщины в момент, когда отпускает что-то, что давило долго. «Приеду, мам. На следующих выходных. Можно?» «Нужно», — сказала Тамара. Гриша проснулся в 9. Вышел на кухню растрепанный, в носках, один полосатый, один однотонный. «Мама звонила?» — спросил он первым делом. «Звонила». «И что?» «И все», — сказала Тамара. «Садись завтракать». Он сел. Она поставила перед ним яичницу, 2 яйца, помидор, зелень, хлеб, чай. «Тебе домой надо», — сказала она. «Знаю. Мама злится?» «Наверное, но не очень, я думаю, если все нормально стало». Тамара смотрела на него, на эти торчащие уши, на серьезный нос, на руки, которые были еще детскими, но уже почти мужскими. «Гриш», — сказала она, — «зачем ты это сделал? По-настоящему?» Он дожевал, отпил чай, подумал. «Баба Тома, ты знаешь, что такое патовая ситуация?» «Знаю, в шахматах». «Ну да, когда никто не может сделать ход. Ты не могла позвонить маме, мама не могла позвонить тебе. Так бы и сидели. И ты решил сделать ход». «Ну, типа того». Тамара смотрела на него. 13 лет», — сказала она. «Ну и что?» — он пожал плечами. «Это же несложно было понять». «Несложно», — согласилась она. «Взрослым иногда сложнее, чем детям». «Это потому, что взрослые много думают о том, что подумают другие», — сообщил Гриша авторитетно. «Нам в школе про это говорили. Социальные страхи называется». Тамара засмеялась. Она сегодня смеялась уже второй раз. Вчера ночью и сейчас. До вчерашнего вечера смеялась, наверное, последний раз недели 3 назад. «Умный ты, Гриша». «Все так говорят», — сказал он без кокетства. «Но потом 2 по математике поставят, и все». Они оба засмеялись. В 12 она проводила его на автовокзал, купила ему бутылку воды и пирожки с капустой, дорожные. Он засунул все в рюкзак, потоптался. «Баба Тома». «Что? Ты же будешь звонить теперь? Маме? Не ждать?» «Буду», — сказала Тамара. «Обещай». «Обещаю». Он кивнул, серьезно, как будто принял к сведению. Потом шагнул к ней и обнял. Неловко, по-подростковому, но крепко. Тамара обняла его в ответ, почувствовала под руками худые плечи, жесткую ткань куртки, запах детского шампуня, который он, видно, еще не сменил на взрослый. «Езжай», — сказала она, — «и не делай больше так». «Ладно», — сказал он, — «но если снова патовая ситуация, я не обещаю». Он ушел. Тамара стояла и смотрела ему вслед, как он шел к автобусу, немного сутулясь под рюкзаком, засунув руки в карманы. Она постояла еще немного после того, как автобус ушел. Потом пошла домой. На следующих выходных приехала Лена. Одна, без детей, без мужа. Просто сама, с небольшой сумкой, в которой были вещи на 2 дня. Тамара открыла дверь, и они стояли на пороге. Несколько секунд, молча. Лена была немного старше, чем она помнила. Или просто другой, усталый, но живой. «Привет, мам», — сказала Лена. «Привет», — сказала Тамара. Они обнялись. Долго. Лена уткнулась ей в плечо, как в детстве, как в 12 лет с ангиной, как всегда, когда было плохо. Тамара держала ее и молчала, гладила по спине, медленно, как гладила, когда Лена была маленькой и не могла уснуть. Потом Лена подняла голову, глаза были мокрыми. «Ты похудела, мам?» «Неправда». «Правда, я вижу». «Проходи», — сказала Тамара. «Пирог стоит, с яблоками, с корицей. Ты же не ела с утра, я знаю». «Откуда знаешь?»
Знаю, мать. Лена улыбнулась, криво, устало, по-настоящему. Они зашли на кухню. Тамара поставила чайник. Лена села за стол и огляделась. Медленно, как оглядываются в месте, которое знали давно и потом не видели. «Хризантемы», — сказала она, кивнув на подоконник. Там стояла та же ваза. Хризантемы подвяли, но еще держались. «Михайловские», — сказала Тамара. Он всегда дарил хризантемы. Говорил, розы для влюбленных, а хризантемы для серьезных женщин. «Ты серьезная женщина?» — сказала Лена тихо. «Очень», — согласилась Тамара. Чайник закипел. Тамара разлила чай в большие чашки с синим рисунком. Поставила на стол пирог, масло, варенье. «Мам», — сказала Лена. «Да?» «Я не хочу, чтобы еще 3 года». «И я не хочу». «Я буду звонить каждую неделю. Или ты звони, как захочешь». «Буду звонить», — сказала Тамара. Обещала Гриша. «Он взял с тебя обещание?» «Взял. Серьезный мальчик». «В деда», — сказала Лена. И не надломилась, просто сказала. «В деда», — согласилась Тамара. Они пили чай, ели пирог. За окном шел дождь, снова мелкий, октябрьский. На подоконнике стояли хризантемы. Говорили о разном. О Гришиной поездке, о том, как Лена объяснялась с ним дома. Он сказал, ну, ты же сама не могла. О Кате, которая влюбилась и скрывает. О Колином Антошке и его борьбе. О том, что зима будет ранней. О 3 годах не говорили. Не потому, что нечего было сказать, а потому, что не нужно было. Все это время было между ними, понятное обеим, и называть его вслух не имело смысла. Важнее было то, что сейчас. Чай, пирог, дождь за окном, и они двое за одним столом. Вечером, когда стемнело, Лена достала телефон и показала маме фотографии, последние, которые та не видела. Гриша на турнире по математике, Катя на школьном вечере, они все вместе на море этим летом. Тамара смотрела и кивала, запоминала. «Приезжай на Новый год, мам», — сказала Лена. «К нам. Дети хотят». Гриша особенно. Теперь у него какое-то особое чувство ответственности за тебя. Тамара засмеялась. «Хорошо», — сказала она. «Приеду. Обещаешь?» «Обещаю». Поздно вечером, когда Лена уснула в комнате, на диване, накрытая клетчатым одеялом, Тамара Васильевна сидела на кухне с чашкой чая. Было тихо. Дождь кончился. За окном темный двор, фонари, мокрый асфальт. Она думала. 3 года — это много. 3 года молчания — это очень много. Но они прошли. И теперь есть это. Дочь за стеной, клетчатое одеяло, запах яблочного пирога, который еще стоит в квартире. Иногда нужен 13-летний мальчик, чтобы сделать ход в патовой ситуации. Уже засыпая, Тамара Васильевна думала о хризантемах на подоконнике. Они подвяли, но не осыпались, держались. Михаил говорил, что хризантемы — упрямые цветы. «Как ты», — говорил. Она возражала. Он смеялся. Упрямая. Может, и упрямая. Не звонила 3 года. Это упрямство? Или страх? Или просто привычка не просить? Она не знала. Теперь не важно. Важно было другое. За стеной спала Лена. В следующем месяце приедет Коля. На Новый год она сама поедет в Москву и увидит Гришу, который сделал ход и понимает жизнь лучше их всех. Тамара Васильевна улыбнулась, поправила одеяло, чуть-чуть, просто поправила угол. Потом пошла к себе. За окном было тихо.